Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Я обещала показать горловину укороченными рядами вместе со скосами плеч, тоже укороченными рядами. Показываю. Ну, для начала, значит, скажем так. К примеру, у нас младенец, у которого объем головы 32 сантиметра. Нам нужен полуобъем, это 16 сантиметров. Для чего я это делаю? Для того, чтобы нам вымерить, сколько нужно отмерить на горловину. Я объясняю, остальные расчеты вы делаете каждый для себя. Так, вот моя заготовка. Скажем так, это спинка, как будто бы она прям уже вся такая длинная. Значит, я отмерила. Во-первых, находим середину. Далее от этой середины, как мы знаем, да, у нас у ребенка голова 32, полуобхват 16. У нас же только одна часть изделия, еще же будет спинка. Будем считать, что это передняя часть. 16 сантиметров у нас должно быть вот здесь. В каждую сторону мы должны отложить по 8 сантиметров. Вот мы отложили. Вот середина, вот он маркер. Туда, где мы отложили 8 сантиметров. В каждую сторону от серединного маркера. Уберу этот маркер, чтобы он не засорял вам вообще просто, в общем, память. Убрали. Что теперь? Значит, как нам определиться, да, какую часть горловины мы не будем затрагивать? Поскольку если мы начнем закрывать с середины, например, да, ну, понемногу, то это будет прям треугольник. Нам треугольник не нужен. Вывязывать особо прям из середины совершенно не обязательно. Мы просто можем не трогать часть горловины, среднюю часть. Каким образом определиться, какую часть горловины не трогать? Сколько вот на убавке именно вот эту часть отмерить? Я вам сейчас попробую объяснить. Значит, если мы вот эту вот среднюю часть, повешу я пока маркер, он пока мне еще нужен для объяснений. Если вы вот эту вот среднюю часть оставите очень большую, да, у вас получится вот такая вот горловина. Обычно я вот примерно такую горловину и вяжу. Если вы оставите здесь совсем немного, она у вас будет, ну и будете быстро убавлять, да, она у вас будет вот такая. Какую горловину вам надо, вы уж определитесь, пожалуйста, сами. То есть, чем меньше оставляете здесь незатронутых, тем острее она будет. Ну, можете, конечно, убавлять прям сразу по много, укорачивать в ряды, тогда она тоже не будет. Но я не вижу смысла вообще тогда вообще ее трогать. Мы не будем трогать совершенно вот середину. Если, например, вот, чтобы получить вот такую горловину, вам нужно оставить примерно 20-30% от тех петель, которые мы откладываем от середины до плеча. 20-30%, да, вот где-то примерно вот столько бы надо было оставить. Поскольку я делаю обычно вот такие горловины, что-то у меня совсем некрасивое, но бог с ней. Вот, я оставляю примерно вот в этой части от всех петель примерно 40, а то и 50 петель. Половину практически, да. В данном случае я оставила 5 петель не затронутых, и в 7 петлях мы будем делать убавки. Убавки в горловине будем делать таким образом 2. Укорачивать будем на 2, потом 3 раза по одной. Что мы будем делать в плече? В плече у меня осталось 13, по-моему, петель. Так, значит, ну, естественно, мы измеряем плечи, какие вы хотите, по своим измерениям, какое вам нужно плечо. Значит, как здесь будем действовать? У нас здесь будем убавлять 4, 3, 3 и 2. Плечо не должно быть, я так считаю, что плечо все-таки не должно быть прям на одном уровне с горловиной, где-то начинаться. Оно начинаться должно позже. То есть мы начнем укорачивать горловину, а на горловине ряды плечи начнем укорачивать на 2 ряда позже. Соответственно, у нас получится здесь, да, убавок. На 2 будет укорачивать, это будет 2 ряда, еще 2 ряда, 6 рядов. 8 рядов, 10 рядов. Здесь у нас получается 2 ряда, 4 ряда, 6 рядов. Это будет 8 рядов. То есть получается мы на горловину у нас будет 10 рядов. Укорачивать будем в 10 рядах.
а у плеч, соответственно, в 8 рядах. Когда я говорю, что укорачивать слишком быстро, это означает, что если вы будете укорачивать по одной петле, например, да, то у вас горловина будет подниматься слишком быстро. То же самое будет и с плечом. Если вы сразу начнете по одной петле укорачивать, у вас она будет вот так выглядеть. Если будете укорачивать постепенно, то есть по несколько, чем больше, тем более пологой будет и плечо, и горловина. Вот эта часть у нас не затронута. Я сейчас расписала, сколько мы делаем убавок. Но средняя часть мы не трогаем, как я говорила. И дальше вот пошли убавки 2, 2 и по 1 3 раза. На плече 4, 3, 3 и 2. Начинаем укорачивать ряды в горловине. Как и говорила, через 2 ряда только начнем скос. Сняли первую. Провязываем лицевой ряд. Полностью плечо не затронув. Перекидываем маркер. Сейчас мы вот эти 7 петель, которые мы должны постепенно убавить, провязываем, не довязывая одну до маркера розового, до того места, где у нас не затронуты петли. Горловина остается. Одна не довязана. Разворачиваем вязание, работу. Снимаем с левой спицы петлю на правую и подтягиваем вот до таких 2 дужек. Получается, что мы сейчас укоротили на 2 петли. Дальше провязываем изнаночными. Начинается сейчас у нас плечо. И вот уже сейчас провязываем, не затронув. Снова поворачиваем работу. Провязываем полностью плечо, пока мы его не трогаем. Снова мы теперь уже до галочки, вот до этой подтянутой петли, не довязываем одну петлю, поскольку нам снова нужно сделать убавки. Убавка еще одна, еще вот эти 2 петли. Не убавка, а укорачиваем ряд на 2 петли. Так, вот это подтянутая петля, вот они галочки натянутые. Мы одну не довязали. Поворачиваем работу. Снова натягиваем петлю до вот таких вот образования 2 дужек. Провязываем изнаночную сторону изнаночными петлями. Начинается плечо. И вот теперь мы уже будем формировать скосы. Так, мы не довязали 3 петли, включая кромочную. Я сначала не хотела ее включать в расчеты. Нет, мы будем включать в расчеты кромочную в данном случае. Не довязали 3 петли, чтобы вместе с кромочной у нас получилось, что мы укоротили на 4 петли. Повернули работу. Сейчас я снимаю петлю, развернув, поскольку вяжу классикой. Кто вяжет не классикой, кто вяжет бабушкиным, она, собственно говоря, у вас и так уже стоит. Вот таким образом разворачивать не нужно, сверху ее снимаете. Подтягиваем сзади наперед, скажем так, подтягиваем нить, и получается, что мы укоротили на 4 петли.
Далее все петли провязываем лицевыми. Теперь мы уже в районе горловины не оставляем непровязанных петель, поскольку мы будем теперь убавлять 3 раза по одной. Вот мы до галочек, получается 2 и 2. 4 мы уже укоротили на 4 петли ряд. Снимаем, подтягиваем и снова провязываем изнаночными. Не довязываем, получается уже 2 петли до предыдущей петли с дужками. Не так, только тут нужно, главное, определиться, где она, потому что теперь ее как-то лучше видно на лицевой стороне. Соответственно, 2 петли не довязали, чтобы сделать укорачивание на 3 петли. То есть получается, вот она с галочками, галочкой петля натянутая до 2 дужек, 2 мы не довязали. Сейчас мы снимаем 3-ю петлю, сняли ее, развернув, натянули до 2 галочек, провязываем лицевыми. Плечо закончилось. Здесь у нас горловина уже пошла. Так, мы провязываем до 2 дужек. Их не трогаем. Провязали, сняли петлю. Снова натягиваем до 2 дужек. Теперь все изнаночными опять. И теперь мы снова не довязываем 2 петли до той, которую мы подтянули. Так, сколько получается? Сейчас нужно посмотреть на другую сторону. Вот она. Вот на этой стороне ее лучше видно 2 галочками. 2 петли, получается, мы не довязали до нее. Разворачиваем работу. Снимаем петлю. Развернув, снимаем петлю. Я развернув, снимаю. Натягиваю. Теперь уже на лицевую сторону я ее натягиваю. И теперь провязываем лицевыми оставшиеся плечевые петли. Перешли на горловину, провязываем одну оставшуюся петлю. Разворачиваем вязание. Подтягиваем последнюю петлю горловины. Перекинули маркер. И теперь нам нужно сделать убавку в 2 петли. Провязываем одну изнаночной, смотрим на эту сторону. У нас еще вот 2 петли не провязанные, да? Получается, одну мы провязываем, одну оставляем не провязанной, чтобы сделать укорачивание на 2 петли. Вот последнее укорачивание, 2 петли. Поворачиваем на лицевую сторону, снимаем, перевернув петлю, развернув, подтягиваем. Получилось, что мы еще убавили, укоротили ряд на 2 петли. Теперь мы последнюю провязываем лицевой. И мы закончили укорачивание и на плече скос, и в области горловины. Теперь мы переходим на горловину, и все вот эти вот петли подтянутые мы должны провязать лицевой под обе дужки, видите? Вот под обе дужки лицевой мы их провязываем. Под обе дужки, вот так вот. Сейчас наведется камера. Вот. Под обе дужки подтягиваем, провязываем. И так провязываем их все. И те, которые мы просто оставляли не провязанными, и те, которые мы подтягивали до 2 дужек.
Сейчас я перемещу это место на леску. Вот у нас образовалась и часть горловины на с левой стороны, и скос. Далее мы просто провязываем весь этот ряд лицевыми. Перекидываем маркер, провязываем. Эта часть у нас неизменная с левой стороны. Дошли до середины. Сейчас вот я не вижу никакого смысла вот в этом маркере. Скину его. Так. Мы сейчас вот от розового до розового маркера провязываем неизменную часть горловины. Перекинули маркер. Продолжаем вязать дальше. Перекидываем желтые плечи. Закончили лицевой ряд. Переходим на изнаночный, поворачиваем работу. Теперь вяжем изнаночный ряд изнаночными петлями. Что нам здесь нужно сделать? Нам нужно сделать укорачивание ряда со стороны горловины. Поэтому мы сейчас переходим на горловину. Вот эти 7 петель, которые мы должны укоротить в горловине. Провязываем, не довязывая, одну петлю, чтобы укоротить на 2. Одна будет просто недовязанная. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Развернув петлю, снимаем на правую спицу и натягиваем до 2 галочек. Обязательно нужно развернуть петлю, если вы вяжете классикой. Далее вяжем лицевые. Вы видите, да? Вот у нас образовалась петля с 2 галочками, 2 дужки. То есть мы укоротили ряд на 2 петли. Далее провязываем все лицевыми до конца ряда, пока мы не формируем скос. Мы договорились, что формируем его позже. Я считаю, что скос должен быть более пологим. Развернули на изнаночную сторону, вяжем изнаночными петлями, не довязывая одну петлю до петли с 2 дужками. Так, теперь смотрим, немножко промахнулись, вернем. Вот она петля с 2 дужками натянутая. Мы не довязали одну. Поворачиваем вязание на лицевую сторону. Разворачивая петлю, снимаем ее на правую спицу, натягиваем теперь уже на лицевую сторону, подтягиваем ее, провязываем лицевые. И вот теперь будем уже начинать формировать скос. Мы должны не довязать 3 петли до конца ряда, включая кромочную 3 петли. 4. Вот 3 петли у нас осталось на левой спице вместе с кромочной. Мы договорились, что будем учитывать ее.
Развернули вязание на изнаночную сторону. И теперь снимаем с левой спицы одну петлю на правую спицу, подтягиваем спереди назад до образования двух дужек. У нас получилось 4 петли. Мы укоротили ряд, сделали скос на 4 петли. Теперь провязываем изнаночными оставшуюся часть плеча. Перекидываем сейчас маркер. Плечо у нас закончилось здесь. Перешли к убавкам горловины, к укорачиванию горловины. Провязываем изнаночными. Нам нужно сейчас на горловине, мы убавили уже сколько? 4 петли. 2, 4. Не довязали сейчас одну, довязываем ее, поскольку теперь у нас должны быть убавки по одной петле. 2 раза по 2 мы сделали. Теперь укорачиваем по одной петле трижды. Поворачиваем вязание на лицевую сторону. Развернув петлю, снимаем, натягиваем. Теперь уже на лицевую сторону натягиваем, подтягиваем. Провязываем оставшиеся петли лицевыми. Теперь мы не довязываем 2 петли. Так, вот они, 2 петли, не довязываем, чтобы сделать укорачивание на 3 петли. Эта вот петля будет третьей, мы ее снимаем и подтягиваем спереди назад. Оставшиеся петли провязываем изнаночными. Закончилось плечо. Перекидываем маркер. Теперь нам нужно сделать укорачивание на одну петлю. Провязываем все до образовавшихся двух дужек последних. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Снимаем петлю на правую спицу, подтягивая сзади наперед, получается уже. Остальные провязываем лицевыми. Остается у нас одна петля на плече. Провязываем. Одна петля на горловине, хотела сказать. Теперь нам нужно не довязать еще 2 петли. Вот мы их не довязали, вернула одну. 2 петли не довязали. Поворачиваем работу. Снимаем на правую спицу одну. И мы сделали укорачивание еще на 3 петли. Вот эти вот 3 петли. Теперь уже. Оставшиеся 3 петли плеча провязываем изнаночными. Перекидываем маркер. У нас осталась одна петля. И вот как раз таки вот она, одна петля убавок у нас сейчас и должна быть. Проверим. Так. 1, 2, 3, 4. 2 убавили по одной, которые были. Вот последнюю мы должны сейчас убавить одну. Провязываем изнаночной, поворачиваем работу на лицевую сторону. Снимаем петлю, развернув, поскольку вяжу классикой. Кто вяжет бабушкиной петлей, не разворачиваем. Подтягиваем спереди назад, перекидываем маркер и вяжем одну лицевую. У нас остается 2 петли, еще одну провязываем, не довязываем одну петлю, чтобы сделать последнюю убавку, последнее укорачивание скоса на 2 петли. То есть для того, чтобы сделать укорачивание на 2 петли, мы одну оставляем не провязанной, поворачиваем на изнаночную сторону, снимаем петлю, подтягиваем назад. И оставшуюся петлю, которая не участвует в убавках, мы провязываем изнаночной. Смотрим, что мы сделали. Мы укоротили один раз на 4, потом укоротили еще один раз на 3. Видите, до галочек считаем. Еще раз укоротили на 3. 1, 2, 3. И укоротили еще на 2.
Я почему не взяла именно в расчет кромочные петли, чтобы у нас одна петля в убавках, в укорачиваниях совершенно не участвовала. Чтобы она была одна между убавок горловины и плеча. Далее у нас сейчас мы должны провязать вот эти подтянутые петли. Мы их будем вязать изнаночными. Я вяжу классикой, но их буду провязывать бабушкиными петлями. Потом на лицевой стороне их провяжем за заднюю стенку. Поскольку это не совсем удобно выкручивать эти петли. Смотрите внимательно. Здесь тоже это 2 дужки, видите? Вот мы должны под эти 2 дужки, переводим нить вперед, под эти 2 дужки подхватить и провязать бабушкиной изнаночной. Я делаю так. Следующую также подхватываем под 2 дужки. Вот они, видите, 2 дужки. Под них обе подхватываем и провязываем бабушкины изнаночные. Помогаем вот этой левой рукой на левой спице, придерживаем. Сняли. Снова также 2 изнаночной бабушкиной. Сняли. Еще. Сняли. Теперь у нас обычная изнаночная. Ее мы можем уже классической провязать. Снова под 2 дужки. Подтягиваем. Вот так подтягиваем, чтобы не промахнуться. Вот видите, здесь 2 дужки. Я их подхватила. С этой стороны тоже 2. Провязали бабушкиной изнаночной. И одна, которая просто снималась со спицы. Не провязывалась, вернее. Мы перешли сейчас на неизменную часть горловины. Мы ее полностью провязываем изнаночными петлями. Перекинули маркер. Теперь провязываем изнаночными сторону убавок горловины с другой стороны. Перекинули маркер плеча. И помните, что вот здесь у нас они были не провязаны. Те подтянутые петельки, видите, они у нас остались не провязанными. Сейчас мы их должны провязать. И провязываем их тоже за задние стенки бабушкиными, подхватив 2 дужки, оттянув с этой стороны эту петлю, провязав. Это обычная петля. Это также за 2 дужки, за задние стеночки. 2 дужки подхвачены. Провязываем бабушкиной. Я могу вязать и бабушкиными петлями, и классическим способом, и бабушкиными петлями. То есть меня это не напрягает, если я увижу вообще в разнобой петли в следующем ряду. Так, что мы видим сейчас? Мы видим, что сейчас у нас образована горловина и скосы плеча. Но у нас вот с этой стороны, вы видите, еще пока не провязаны вот эти вот подтянутые петли, участвующие в укорачивании рядов. Поэтому мы сейчас полностью ряд провязываем. Вот они, бабушкины петли, которые я сейчас за заднюю стенку вяжу. Видите? Ничего такого в этом нет.
Видим бабушкину, вяжем за заднюю стенку. Видим классическую, вяжем за переднюю. Все. Перекинули маркер. Неизменная часть горловины, которая у нас не участвовала в укорачивании. Вот опять-таки у нас, видите, бабушкина, 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 лицевая. Перекинули маркер плеча. Провязали одну, которая у нас не участвовала в убавках, в укорачиваниях. Мы видим перед нами снова те же петли. Провязываем за переднюю стенку. Немножко трудно на изнаночной, но главное просто не торопиться. На лицевой они провязываются попроще. Теперь мы провязали все подтянутые петли до 2 дужек. На изнаночной стороне я буду делать закрытие. Вы можете провязать изнаночную и сделать на лицевой. Изнаночную просто полностью весь ряд изнаночных петель. Но я бы хотела закрыть сразу. И закрою уже на изнаночном ряду. Ничего такого я в этом не вижу. Снимаю кромочную. Провязываю. Вот в данный момент все равно бабушкиной вы будете провязывать или классической. Не суть. Изнаночная снова. И еще хотела бы вам подсказать, что при вот этом способе укороченных рядов, ну, скажем так, подтягивается полотно. Если мы еще сейчас туго, собственно говоря, закроем, ну, будет совсем, ну, будет подтянуто, скажем так. Вот, поэтому закрывайте очень свободненько, прям хорошенько вытягивайте вот эту петлю. И сверху предыдущую. Хорошенько вытянули и предыдущую. Для тех, кто сейчас хочет сказать, что у них какой-то другой рисунок, вы увидели, как подтягиваются лицевые, вы увидели, как подтягиваются изнаночные. И как их нужно закрыть потом. Все. Просто думайте, как она у вас развернулась в данный момент. Так вы ее и провязываете. Обычно я всегда на лицевой стороне провязываю вот эти убавки, подтянутые петли, как лицевые. А на изнаночной, как изнаночная. Хотя бы просто потому, что дело уже идет, собственно говоря, к закрытию. И где-то это все будет сшиваться, что касается скоса. А что касается горловины, это будет какая-то обработка горловины опять-таки. Все это уже будет близко к краю. Сколько, в общем-то, я вяжу горловину укороченными рядами, ну, никаких особых проблем с этим не вижу. Обычно на лицевой закрываю лицевыми, на изнаночной изнаночными. Провязываю. Плечевые обычно, я вот уже говорила несколько раз, на плечевых я оставляю, на последней плечевой я всегда оставляю маркер. На ней маркер мы оставляем. Так, накидываем сверху. И так до конца ряда. Вы закрываете, я по изнаночному, и вы, если хотите, по лицевому ряду. Сейчас я закрою, покажу, что у нас получилось.
Вот что у нас получилось. Зафиксировала, чтобы не заворачивалось полотно. Вот скосы, горловина. Ничего сложного, все просто. В принципе, то, что вы убавляете в горловине с этой стороны, также убавки выглядят в скосе. То, что вы убавляете с этой стороны, в скосе другой стороны выглядит так же. Ничего особенного. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, особенно те, кто просил его снять. С вас по 2 практически. Спасибо, что вязали со мной вместе. Вяжите с удовольствием, Марина.